Привет, это подкастинация. Здесь мы разбираем горячие темы и собираем нацию думающих людей. Погнали! О чем сегодняшний выпуск? Сегодня 11 сентября 2025 года мы погрузимся в 4 самые свежие темы, которые активно обсуждают в интернете и СМИ. Это не просто новости, это зеркала наших страхов, надежд, технологий и культур. Выпуски: вирусное пророчество о возвращении Христа 23 и 24 сентября от южноафриканского пастора. Как религиозные предсказания становятся онлайн-событием. Обновление безопасности Windows 11. Какие новинки и сюрпризы от Microsoft и почему многие задаются вопросом, стоит ли обновляться прямо сейчас. Кровавая луна сентября 2025. От астрономических явлений к интернет-поэзии и культурным смыслам. Как мир отмечает 24-ю годовщину 11 сентября и почему память о произошедшей тогда уже более 2 десятилетий назад трагедии снова актуальна, особенно сейчас. Мы будем копать глубже, не просто что случилось, а зачем это волнует нас всех и как влияет на наше будущее. И начинаем с самой горячей темы – пророчества о возвращении Христа 23-24 сентября 2025 года. Что же произошло? А то, что южноафриканский пастор опубликовал видео, в котором утверждает, что видел видение. Иисус сказал ему, что вернется на землю 23-24 сентября 2025 года, совпадая с еврейским праздником Рош-Ха-Шана и трубным праздником Feast of Trumpets. Это воспринялось как дата страшного суда и начало раптуры, события, когда верующие поднимутся в небеса, а неверующие останутся. Видео быстро набрало просмотры на YouTube и реакцию в соцсетях. Одни поверили, а другие выражают сомнения. Третьи критикуют саму идею точной даты пришествия как спорную. Выводы для зрителей-слушателей подкаста «Нация». Такое пророчество показывает, как религиозные нарративы и апокалиптические ожидания могут перерасти в цифровой хайп. Это не просто вера, это пример того, как в век социальных сетей духовные идеи обретают вирусную форму, а люди начинают действовать под влиянием пророчества. Для наций думающих важно видеть, как даже религиозные истории могут стать триггерами массового поведения и обсуждений. Что стоит помнить? Пророчества о конце света часто вызывают эмоциональный резонанс и редко соблюдаются. Вирусность таких заявлений часто зависит от визуального и нарративного крючка, а не от научной или духовной обоснованности. Реакция верующих и скептиков показывает, как меняются подходы к датам, предсказаниям и ожиданиям конца, особенно с развитием интернета и соцмедиа. Оставим пророчество в облаках, а теперь приглядимся к нашим компьютерам. Что там Microsoft обновляет и зачем это может повлиять на каждого пользователя? Windows 11. Сентябрьское обновление безопасности. Новинки и подводные камни. Что же произошло? То, что Microsoft выпустила сентябрьское обновление безопасности для Windows, которое включает не только исправление уязвимостей, но и несколько заметных изменений. Среди них новая домашняя страница приложения Recall, обновленный урок Click to Do, секундомер в панели уведомлений, улучшение виджетов и интерфейса экрана блокировки, а также визуальное обновление Windows Hello. Но не все так гладко. Некоторые пользователи жалуются на неожиданные UAC подтверждения, запросы контроля учетных записей и сбои приложений после августовских патчей, что вызывает сомнения у администраторов и домашних пользователей. Вывод для зрителей подкаста «Нация». Это обновление – пример того, как разработчик пытается балансировать между безопасностью, функциональностью и инструментами искусственного интеллекта. Microsoft вкладывает как раз-таки в интеграции умные функции довольно-таки много усилий, но это в свою очередь несет и риски от интерфейсных изменений до проблем совместимости. Пользователям важно критически оценивать новые так называемые удобства и не забывать, что обновления могут принести не только плюсы, но и неожиданные проблемы. Что важно держать в уме? Апдейты безопасности – это не просто исправление, это иногда трансформатор пользовательского опыта. Новые функции искусственного интеллекта могут выглядеть как фичи будущего, но без надежного контроля и тестирования они создают новые уязвимости и раздражающие сбои. Вопрос обновляться сразу или подождать снова становится актуальным, особенно для тех, кто использует свой Windows для стримов, работы или критически важных задач. Теперь от компьютеров
Отведем взгляд к небесам и посмотрим, как кровавая луна стала вновь источником смысла и вопросов. Сентябрьская кровавая луна и культурный резонанс. Что же произошло? Произошло лунное затмение 7-8 сентября, так называемая Blood Moon. Вновь вызвала бурю в соцсетях, впечатляющие фотографии, поэтические посты, разговоры о мифах, космосе и апокалиптических образов. Что тут нам напоминает? Астрономы и блогеры активно объясняли физические причины окрашивания Луны и отделяли реальные процессы от мистики и слухов. Интересный момент. Эта кровавая луна усилила обсуждение о том, как люди в эпоху неопределенности, кризисы, климатические вызовы, религиозные страхи ищут смысл в небесных знаках и природных явлениях. Само собой, вывод. Луна стала еще одним символом того, как природные явления приобретают культурное и эмоциональное измерение. Это не просто некое астрономическое событие, а повод поговорить о символах, страхах, надеждах и о том, как люди интерпретируют знаки в своей жизни. Нация думающих должна понимать, природные феномены – это не только наука, но и зеркало наших страхов и ожиданий. Что важно при этом держать в уме? Даже простой научный факт может отменяться или трансформироваться под давлением культурных нарративов. Обсуждение кровавой красной луны показывает, что современные люди реагируют на знаковые природные события не как на красивое или интересное, а как на потенциальные предвестники чего-то большего или большого. Это еще один явный пример того, как в медиапространстве визуальный контент формирует восприятие небесных явлений. Закончим сегодняшнюю подборку одной из самых тяжелых тем, которая все еще болит. 11 сентября 2001 года и молитвы памяти. Память 11 сентября 2001 как мир воспринимает сейчас 24-ю годовщину. Что происходит? Сегодня по всему миру проходят памятные акции, мемориалы, чтение имен погибших и волонтерские инициативы, посвященные событиям 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. В других местах люди снова вспоминают, как изменился мир после той трагедии и размышляют, что означает память спустя 24 года. Обсуждается также визуальный образ Falling Man, человека, падающего с небоскребов, и споры вокруг того, стоит ли публиковать такие изображения и как они влияют на современное осмысление трагедии. Особую остроту придают дискуссии, как помнить трагедию без превращения ее в ритуал, как не дать памяти превратиться в инструмент для политических манипуляций и как вовлекать молодое поколение в смысловую историю событий. Вывод вполне очевидный. Память 11 сентября – это не просто воспоминания о погибших, это постоянный вызов, как сохранять память, не становясь заложниками прошлого, как делать так, чтобы люди не забывали, но не жили в привязке к страху. Для нации думающих важно обсуждать, как мы формируем коллективную память и как трагедии прошлого влияют на политические и культурные выборы настоящего и будущего. Важно держать в уме то, что память требует ответственности как личной, так и общественной. История сама по себе не учебник, а живой диалог с настоящим и будущим. Способы, которыми мы вспоминаем трагедии, влияют на то, как мы строим мир впереди. Что же объединяет все эти 4 темы? Пророчество, обновление Windows, кровавая луна и память о 11 сентября. Они показывают, что мы живем в эпоху символов, ожиданий и пересекающихся нарративов, когда религия, технологии, природные явления и память взаимодействуют, создавая сложные культурные узоры. И для наций думающих важно видеть, как эти узоры складываются. Мир вокруг нас постоянно посылает сигналы через религиозное видение, цифровые апдейты, небесные явления или воспоминания о трагедиях. И задача не просто фиксировать события, а понимать, как люди на них реагируют, как они переосмысливают и как они влияют на наше будущее. Именно поэтому каждый зритель или слушатель, независимо от нации, должен размышлять над тем, что происходит, как это влияет на их жизнь и будущее. Спасибо, граждане. Подписка, колокол, комментарий. Вступайте в нацию думающих людей, думайте громко, но спорьте аргументами. Вы уже граждане подкаста нации.